Здравствуйте, весы! У нас прогноз для вас на ноябрь. Давайте посмотрим, что вас ожидает в ноябре. Мы посмотрим сферу дома, семьи, отношений, работа, карьера, бизнес, финансы, поездки, образование. Также мы получим советы от оракулов. Кипр нам покажет сюрприз, неожиданность для вас. В конце расклада у нас будет прогноз на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Весы, ноябрь. Что вас ожидает? Первая карта у нас это дом, семья. Что у вас будет происходить? Вторая карта это у нас сфера чувств, эмоций, отношений. Профессиональная сфера. Ох, у вас тут император, императрица. Угу. Денежные вопросы, финансы. Образование, поездки. Для кого это актуально? Совет, предупреждение от Таро. Так, на дне колоды у вас король жезлов. Да, масть не ваша, но здесь вам нужно будет то ли принимать какое-то важное для вас решение. А, как правило, король жезлов говорит, что мужчине пора менять свою жизнь. То ли вам нужно научиться распознавать препятствия на вашем пути и умело их преодолевать, то ли вам нужно решать какие-то крупные дела. Вот что у вас тут дом, семья. Это может быть связано с вашим домом, с семьей. Может быть тут строительство, ремонт. Может быть это финансовые вопросы. Также это для мужчин, может быть, это карта намекает, что вам пора вступать в брак, или вы уже приняли такое решение. Но также это может быть помощь от какого-то человека. Тут какие-то сделки, это может быть по работе, какой-то крупный контракт, договор, сделка. Может быть это что-то с судебными делами, не знаю, там покупка, продажа недвижимости, вступление в наследство. Или тут предложение начать, например, какую-то преподавательскую деятельность, давать кому-то консультации. Тут или карта вас показывает, что вы должны наконец-то уже решиться на какой-то проект, на какое-то дело, или вам вот с кем-то нужно. Но для женщин, может быть, это заключение брака, это может быть новые отношения, то есть это выход из отшельника. Здесь у вас ложится императрица, это смена статуса. Для кого-то, наоборот, может быть развод с таким королем и отшельничество. Нет, здесь что-то связано то ли с недвижимостью, то ли с работой, то ли какая-то сделка крупная, или наследство. Тут наследство, да, вот королева Пентаклей. Так, но у вас здесь какие-то ограничения в доме, в семье. То есть вот есть планы, которые вы хотите реализовать, но что-то пока вас сдерживает. Тут или, может быть, ожидание получения наследства и, наконец-то, уже желание, да, вот что-то там реализовать. Может быть, получаете квартиру какую-то убитую, наследство, значит, надо делать ремонт. Или желание совершить какую-то сделку, но, может быть, ограничение там в документах, что-то как-то тянется все очень долго. Или, может быть, денег не хватает. Ну, давайте мы уточним, что у вас в доме, в семье. Нет, перемены-то идут. Это выход из тяжести. Ваша карта ложится, или карта показывает какого-то специалиста, с которым вам нужно или проконсультироваться, или получить какую-то поддержку, или вы, ваше активное действие, как я и сказала, по королю, выводит вас из каких-то стесненных обстоятельств. Но страшный суд – это или решение, наконец-то, судебных дел, получение наследства,
окончание какой-то, может быть, у кого-то здесь, как я говорила, развод. Это окончание, вот, например, дележки имущества, ну, как вариант. А также это может быть переезд, смена места жительства или окончание какой-то долго тянущейся ситуации, вопроса, который не решался. Тут я говорю то, что вас сдерживало и ограничивало. Здесь то ли приходят какие-то сообщения, или наконец-то заканчиваются какие-то тяжбы. Вот эта карта говорит, что наконец-то какая-то одна дверь закрылась и открылась новая, появились новые возможности. Когда приходит эта карта, мы говорим: фу, слава богу, наконец-то все это завершилось. Хорошо. Сфера эмоций, отношений, чувств. Ну, ложится старшая аркан императрица. Да, если вы были в поиске, эта карта говорит о знакомстве. Женщины меняют статус, становятся возлюбленной. Мужчины обретают вот такую даму, которая станет вам хорошей женой, матерью, хорошая хозяйка. Это очень стабильные, прочные, жизнестойкие отношения. Для тех, кто уже состоит в отношениях, это может быть предложение руки и сердца, то есть вот стать хозяйкой империи. Может быть здесь подготовка к свадьбе или предложение жить одним домом. Для кого-то, может быть, это беременность или рождение малыша. То есть вот король жезлов на мужчин накладывает роль отца. Еще это решение вопросов с жильем. Да, это обретение независимости, это обретение своего собственного жилья, может быть, решение каких-то вопросов, получение наследства. Но еще это может касаться работы. Здесь у вас император и императрица, и здесь влюбленные. У кого-то здесь может быть создание тандема. Тандем может быть мужчина-женщина, муж-жена или 50 на 50. То есть это закладывать какой-то новый проект. А император говорит, что вы контролируете ситуацию, у вас все тут спланировано, все по полочкам, вы держите руку на пульсе. Может быть, это или помощь от этого человека, император, это какой-то статусный, это может быть богатый человек, или человек выше вас по положению, по возрасту, может быть, это ваш отец. Для женщин, может быть, супруг поможет вам наконец-то начать что-то, вы будете очень рады. Но в совет все равно ложатся влюбленные. То есть тут или решение вопросов с вашим домом, семьей, но, скорее всего, решение эти принимаете вместе. Или карта говорит, если идут перемены, то слушайте свое сердце. Не позволяйте никому на вас давить, как-то вас к чему-то принуждать. Тут решение должны вы принимать или сами, или вместе с своим любимым человеком. Но также это может быть продвижение по карьерной лестнице, это занять очень крепкое положение. Давайте мы посмотрим. Или опять же помощь от кого-то. Старший аркан мир. То есть тут карта говорит смена одного этапа вашей жизни и начало следующего. То есть то ли вы здесь завершаете какой-то один проект, начинаете следующий. Может быть, что-то связано с творчеством. То ли здесь смена работы. Может быть, предложение. Сейчас еще одну карту. Помощь. Тут помощь идет от какого-то ресурсного человека. Этот человек может помочь вам найти работу. Может быть, это связано с интернетом. Может быть, это связано с зарубежной какой-то компанией. Или здесь помощь финансами, чтобы вы что-то начали. Для кого-то здесь может быть переезд. Переезд в какое-то другое место. Но дорога, скорее всего, будет дальняя. Почему вы на нее будете тратиться? Или, опять же, тратиться на какой-то творческий замысел. Да, может быть, в финансах есть какая-то нестабильность, но карта говорит, на чью-то помощь, если это касается работы, вы можете рассчитывать. Еще это траты на материнство. Ну, конечно, карта нестабильности. Ну, давайте мы ее уточним. Финансы. Так. Здесь еще вы можете переживать из-за каких-то неожиданных, то ли какие-то документы,
Может быть, какие-то счета, налоги, которые нужно будет оплатить. Может быть, реально какие-то большие суммы. Так. Ага. Или все-таки здесь наконец-то заканчиваются вот какие-то судебные дела. Это может быть решение вопросов с жильем. То есть вот Луна говорит, что были какие-то страхи, переживания, вот ваши эмоции, получится или нет. Но здесь мы видели, что здесь вопрос решается. То есть вот четверка — это приход к стабильности, это нахождение стабильной работы, это не одноразовые заработки, а именно занять хорошее положение. Или тут что-то с недвижимостью решается. Покупка, продажа, наследство, дележка. Но в любом случае четверка всегда говорит, что человек добился финансовой независимости, он крепко стоит на ногах, он умело обращается с деньгами. Хорошо, если кто-то занимался образованием, обучением, то здесь карта говорит, это образование поможет вам занять хорошее положение на работе. Здесь, может быть, еще кто-то обучается каким-то навыкам. Это что-то, что вы делаете руками. Может быть, вы какие-то курсы, это может быть и хобби, конечно. На что-то вы тратитесь. Если это поездка, переезд, то тут решается вопрос с недвижимостью. То есть это может быть смена места жительства. Но вообще королева Пентаклей — это не карта движения, это наоборот карта не движения, да, как бы. То есть если вы куда-то планировали поехать в отпуск, может быть, или в какую-то дальнюю поездку, тут как бы карта говорит, может быть, сейчас не время, а наоборот нужно сохранить имеющиеся ресурсы. Потому что сейчас поездки — это очень накладно, потому что прямых рейсов нет. Если вы куда-то хотели в отпуск, то может карта говорить о больших тратах. Но совет я уже озвучила. Да. Хорошо, давайте посмотрим, что нам скажет Кипер. Сюрприз, неожиданность. Весов. Ноябрь. Какой сюрприз и неожиданность нам покажет Кипер для весов. Так, что мне тут вывалилось. Тяжелый труд. Главный мужчина. И свадьба. Угу. Ну, как мы смотрели по императрице, кто-то очень долго работал над отношениями. И опять же, это может касаться marriage, это может быть свадьба. Да, кто-то наконец-то дошел до свадьбы. Да, вот женщина долго трудилась. Мужчина принимает решение вступления в брак, но еще это может касаться работы. Это заключение партнерского договора. И выход из судебных дел. Если у кого-то здесь был развод, дележка имущества, как я говорила, наконец-то судебное решение будет принято. Но у кого-то здесь свадьба, это же опять у нас куртхаус, это, если смотреть как немецкий, да, это муниципалитет, ну там, где заключаются какие-то сделки, договора. Но также решаются юридические вопросы. То есть какая-то долгая, тянучая ситуация, над которой вы трудились, тратили много сил и энергии, наконец-то этот вопрос решается. Вы получаете важные для вас документы. Так, совет. Веканский оракул, весы, ноябрь. Давайте получим для вас совет. Угу. Это у нас жезл, но он перевернутый. Сейчас. Ваша энергия сейчас направлена в неверном направлении. Проявляясь такими способами, которые скорее омертвляют, чем оживляют вас и вашу жизнь. Обдумайте свою стратегию еще раз. Совет от оракула королевы Луны, весы, ноябрь.
Darkness. Darkness — это темнота. Карта вам советует обратиться вглубь себя. У вас впереди какой-то неясный путь. Вот для этого вам нужно углубиться в себя, для планирования и выработки стратегии. То есть сейчас вам нужно заняться какой-то теневой работой, которая впоследствии принесет большие дивиденды. Освободитесь от всего, что больше вам не служит. Но помните о дуальности нашей жизни. Это старший аркан — влюбленные. Знайте, что есть темное и светлое в нашей жизни, и постарайтесь это привести как бы в гармонию, баланс. Постарайтесь прояснить вот эту дорогу или это направление, перед которым вы сейчас стоите. Внесите ясность. Вот также ваши мысли. Так, хорошо. Теперь у нас расклад на Таро Акаши для весов на ноябрь. Давайте посмотрим, даже не посмотрим, а получим совет из ваших хроник Акаши на ноябрь месяц. На что вам нужно обратить внимание, какой совет вам дадут хранители хроник Акаши. Да, делайте ссылку, что это расклад общий, но какую-то информацию вы здесь получить можете. Что нам скажут хроники Акаши для знака Весы на ноябрь? Какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в ноябре? Энергии, с которой вы входите в ноябрь из октября. Вот, ну, у всех эта карта выпадает перевернутая. Так, что у вас будет происходить в ноябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из ноября в декабрь. Энергии, с которой вы входите в ноябрь из октября, здесь у вас ложится Акаши Library. Это библиотека хроник Акаши. Мы видим, что огромная библиотека, лестница ведет вверх, и сидит мудрец, который готов начать писать хроники Акаши вашей жизни. Но когда эта карта переворачивается, то вот эта лестница ведет уже вниз. То есть карта говорит, что вы в октябре, может быть раньше, отошли от пути духовного руководства вашего внутреннего мудреца. Очевидно, что-то случилось в вашей жизни, или вы просто отвлеклись на что-то. Сейчас вы можете чувствовать смятение, замешательство. Но так как эта карта перевернулась, она говорит, из-за того, что вы отвлеклись от своего духовного роста и развития, очевидно, вот эти ваши хроники Акаши были приостановлены. Но они всегда для вас доступны. Вот сейчас для вас пришло время пролить новый свет на ваше прошлое и раскрыть свой внутренний мир. Начните сегодня с намерения об освобождении от вещей, которые мешают вашей ясности и вашему духовному росту. Закройте глаза и представьте, как они рассеиваются. Да, сейчас вам нужно будет приложить чуть больше усилий, чтобы вот эти ваши хроники Акаши были исправлены и написаны вами снова. Но связано это, скорее всего, вот то, что будет происходить в первой декаде ноября. Здесь у нас ложится четверка свитков. Карта называется The Karmic Trench. Это кармическая канава, но карта у вас уже перевернутая. В прямом положении мы видим, что человек вырыл какую-то яму, закапывает все глубже и глубже в эту яму, а у него есть вот новые грядки, стоят семена, вот выходи и сей. Но когда эта карта переворачивается, она говорит, что вы наконец-то освободились из своего кармического окопа. И теперь у вас появляются все ресурсы, необходимые для посадки вот этих новых семян и новых грядок, которые принесут вам новый урожай и новую жизнь. Да, в некоторых моментах вашей жизни могли произойти значительные или даже внезапные изменения.
Возможно, это разрыв отношений, может быть, это проблемы с карьерой, финансовые трудности. Но какими бы ни были сложными вот эти ситуации, они как раз и помогли, скорее всего, вам выбить вас вот из этой кармической канавы, которую вы для себя выкопали. Карта говорит, если вы наконец-то выберетесь вот из этого кармического паттерна, дальнейших трудностей вообще не должно быть. Пришли ли вы к этой обретенной свободе своими собственными действиями или из-за каких-то внешних вызовов, но теперь в ваших руках сила. Да, кармические изменения, они не проходят в одночасье. И самое главное, будьте осознанны, когда вы создаете новую работу, новый бизнес, новые отношения, чтобы опять не впасть в старые шаблоны убеждений и чувств. Карта говорит, что наконец-то вы избавились вот от этой кармической проблемы, и это создает в вашей жизни какое-то новое мощное начало, которое переносит вас в будущее. Вторая декада ноября. Здесь у нас ложится пятерка свитков. Карта называется Diversity. Diversity — это многообразие, разнообразие. Да, карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит женщина, у нее много свитков. Свитки — это мысли, это планы, это намерения. И перед ней открывается огромная долина возможностей, масса вариантов, перспектив. Когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что во второй декаде ноября у вас может возникнуть слишком много разнообразных вещей. Причем одновременно, и вы можете запутаться, что вам делать. У вас может появиться много разных вариантов, и вы не решаетесь действовать в каком-либо одном. Но вот для вас наступает время сделать выбор, сосредоточиться на какой-то одной вещи, проекте, направлении, возможности. Не бойтесь, что вот другие планы, которые вы отложите, они как-то от вас ускользнут. Вы всегда можете к ним вернуться. Но вот сейчас для вас наступает время выбрать что-то одно, вот то, что вы можете воплотить в данный момент. Сосредоточиться на этом вопросе и довести его до конца. Может быть, для других проектов пока нет ресурсов, возможностей или какие-то обстоятельства мешают. Поэтому карта говорит, сосредоточиться на чем-то одном. Третья декада ноября. Здесь у вас ложится тройка ключей. Карта называется The Chess Game. Chess Game — это шахматная партия, шахматная игра, и карта у вас прямая. В прямом положении мы видим, что стоит противостояние белых и черных фигур. Между ними есть зона отчуждения, но какие-то фигуры уже лежат поверженные на доске. Карта говорит, что вот эти люди, которые представлены вот этими шахматными фигурами, обычно не те, кого мы встречаем для приятного времяпрепровождения. Вообще эта карта показывает политический или социальный конфликт. Но этот конфликт может происходить в вашей жизни, или это что-то, что будет происходить там, где вы живете. Да, если это касается вас, карта говорит, вы можете находиться в ожидании каких-то трудных взаимодействий, в окружении с людьми, таких как, например, совет директоров, корпоративная иерархия, может быть, сбои в управлении или какие-то, может быть, конфликтные ситуации в бизнесе или в вашей семье. Хотя мы видим, что стороны вот этого конфликта, они четко разделены, но многие из вовлеченных в этот процесс людей отстаивают только свои интересы. И во всем этом присутствует какая-то лживость, обман. Может быть, даже вы будете абсолютно не уверены в мотивах и стратегиях каждого человека, который втянут в этот конфликт. Карта говорит, что для вас наступает время постараться эмоционально отстраниться от вот этих разбирательств. Потому что чем больше вы будете туда вовлечены, тем более напряженной может оказаться эта ситуация. Даже если все будет происходить очень сложно, попытайтесь сохранить внутренний мир и спокойствие. Не участвуйте ни в каких баталиях, но и не позволяйте кому-либо обмануть вас.
Вот вообще смотрите на все как король мечей, вот как весы. Хладнокровно и бесстрастно. Потому что люди, которые втянуты в этот конфликт, скорее всего, обслуживают свои собственные дела и интересы. Постарайтесь отстраниться, но будьте объективны. Относитесь ко всему более мудро, но и не дайте ввести вас в заблуждение. А вообще карта говорит, что для вас может наступить время оставить или покинуть вот эти вот дрязги. Но если пока невозможно из-за каких-то обстоятельств отстраниться вот от этих конфликтов, позвольте себе быть наблюдателем, понимающим, знающим, но не вовлекайтесь. Ну и энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь, я уже сказала, что это не обязательно относится именно к вашей личной жизни. Это может быть какая-то ситуация рядом с вами, на работе, в семье. Не обязательно это коснется вас, а также в вашей стране. То есть энергия, с которой вы входите в декабрь, здесь ложится шестерка роз, карта называется The War of the Rose, это война роз. Но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что грозовые тучи сгущаются на небе. И стоит, как вот здесь, две линии конных рыцарей наготове, да, через вот это поле битвы. Карта может описывать войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Да, чаще всего эти отношения носят романтический характер. Но также это может быть относиться к коллеге, к бизнес-партнеру, к начальнику или к члену вашей семьи. То есть в отношениях с кем-то вы зашли в тупик. Но это не что иное, как карма. И когда карта переворачивается, она говорит, что отношения с кем-то уже в декабре, ну, конец ноября, вот начало декабря, будут разорваны. То есть конфликт может разрушить вашу жизнь, вашу работу, может быть, другие ваши отношения. Вы можете почувствовать большую потерю и горе, но самое главное, вам важно увидеть эту ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Хотя ваши эмоции не давали вам покоя, может быть, вы были влюблены или привязаны к миражу, к иллюзии. Вот сейчас будьте честны с самим собой по отношению того человека, которым представлена эта карта. Это не очаровательный принц или принцесса. Сейчас вас призывают подняться высоко вот над этой сценой и посмотреть, какие вы усилия предприняли вот в этом конфликте. Самое главное, что когда эта карта переворачивается, она говорит, что вы сейчас будете свободны от борьбы, которая оставила вас израненным или израненной. Поэтому очисти вот это поле битвы, вас ждет совершенно новая жизнь. Вот такой у нас получился прогноз для весов. Пишите ваши комментарии, ставьте ваш пальчик вверх, если вам понравилось. А я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.